Добрый день! Вы на канале Зеленое хобби. Меня зовут Михаил. Что у нас получилось? Ходили мы в магазин, купили растение под названием кротон, ну либо каллидиум. Когда приехали домой, обнаружили на нем мучистый червец, такие белые слизняки, и они полностью по всему стеблю, на растениях. Если видите, что деформированные листочки есть, их тоже здесь вон в уголках везде едят. Видите, весь стебель в белой такой пленке. Причем, когда вы покупаете в магазине, не обязательно только на кротоне это будет, это возможно вообще на многих растениях. Поэтому я рекомендую, после того, как вы купили растение, принесли домой, даже если оно в принципе визуально кажется нормально, все-таки его обработать, потому что вы можете заразить все свои остальные растения. Вот внутри стебля тоже присутствует налет. Листочек деформирован, поэтому здесь его тоже едят. В принципе, он весь довольно пораженный. Вот смотрите, под листочками какое количество их здесь размножилось. На этом мы все будем сейчас удалять. Довольно их большое количество. В принципе, есть очень много всяких средств, которые лечат наши комнатные растения. Но в данный момент у меня то, что есть, у меня вот есть фитоферм. Довольно у него обширный, можно сказать, спектр. Я им пользуюсь, если появляется у меня на лимонах паутинный клещ, тоже им опрыскиваем. Здесь у меня 200 мг воды, здесь как бы 4 грамма этого средства. Там по инструкции написано, ну, пополам разбавить, получается на 200 мг воды возьмем 2 мг, ну половина, здесь 4, возьмем 2. В принципе, многие рекомендуют вообще побольше, но я, в принципе, у меня лечится с нормальными дозами. Так, ну вот половину мы вылили, другую половину мы уберем. Скотчем залепим, в следующий раз применим. Так, размешаем. Дальше мы нальем немножечко сюда, возьмем кисточку и будем кисточкой все вот эти места, которые налеты эти везде, прочистим. Кисточкой очень удобно, снимается этот налет. И заодно как бы сразу же обрабатываем раствором. Полностью пытаемся снять эту всю пленку кисточкой, все листочки. Снимается он кисточкой очень удобно. При этом растение не повреждаем. Дело, конечно, кропотливое, но нам растение потом скажет спасибо. Здесь мы уже практически все уже промазали. Вот еще местечко нашел. Смотрите, вы когда кисточкой мажете, иногда ведь очень большие пленки и сами насекомые, они падают у вас на грунт. Посмотрите повнимательнее, но грунт тоже лучше этот заменить. Я сейчас просто пока то, что навалилось, я сейчас это уберу. Навалилось немало, очень хорошо прилипает кисточки, эти все паутинки. Так, ну вот, вроде бы сейчас вот здесь еще чуть-чуть. Вроде бы здесь все чисто, больше нет. Так, проверяем, смотрим, нет ли еще стебель. Я немножечко здесь снизу помажу. Так, ну это растение мы обработали. Все, оно как бы самое главное, вот здесь были паразиты. Мы их удалили. Кисточка еще удобно, то что вот где листочки согнутые,
мы можем тряпкой или чем-нибудь там не пройтись, либо наоборот повредить. Кисточку он полностью все берет, прочищает и удаляет. Поэтому мне нравится как бы кисточкой. Так, мы приступим к черенкам. Я уже говорил, эти черенки мне достались в придачу. Там, я так понимаю, их хотели выбросить. Там растение почти умерло, засохло. Но черенки, как бы, я решил попробовать их восстановить. И, возможно, они прорастут. Так, вот смотрите, они были полностью увязшие. Сейчас они, я бы сказал, ну да, вот есть один как бы еще немножечко такой увязший. А в принципе все остальные, я смотрю, очень даже выглядит неплохо. Очень неплохо. Так, это один череночек. Ну, в принципе, нет, он уже набрал сок, водичку. Вот второй череночек. Вообще шикарный. Я думал, будет хуже. Такой хороший, добротный. На самом деле тут тоже ничем не хуже. Далее наливаем водичку в банки. Я вот нашел баночки такие. Ну, у кого какие есть. У меня вот такие есть. Берем корневин. Высыпаем чуть-чуть. Он у меня в гранулах вот такой. И просто берем на глаз, я беру, ведь, ну, в инструкции написано сколько граммов, ну, 10, допустим, 10 граммов, там еще много, я так, на глаз. Так, дальше, что мы делаем дальше? Дальше берем, мы перемешиваем весь этот корневин. Перемешали. Дальше берем наши черенки и отрезаем от них кончики. Делаем более ровный срез, потому что они были все сломаны. И там как бы они уже к тому же подсохли. Берем и как бы срезаем под 45 градусов. В принципе, если стебель толстый, можно не так делать срез, можно более ровный делать, но это на самом деле не принципиально. Из коры пойдет образоваться корни новые. Ну и третий. Также с третьим сделано. Вот такие у нас получаются срезы аккуратные. Сейчас мы будем их ставить в свои посудины и будем ждать, когда появятся первые корни. Так, ну и вставляем их в баночки, в которых они будут расти. Делаем так, чтобы сама палка, ствол, не касался дна. Если водички мало, можете добавить. Если у вас в квартире слишком не влажно, а наоборот сухо, листочки могут, особенно есть черенки, которые более пушистые такие, чтобы сохранить всю эту листву, она может от сухости ведь вся испортиться, отвалиться, завять. Чтобы этого не произошло, мы берем просто обычный пакет и так, это нам уже не надо. И накрываем аккуратненько так. Это создаст там влагу, не даст засохнуть нашим листочкам и увеличит шанс на укоренение. Если у вас в квартире в принципе влажно, особенно когда там еще батареи не затопили, то в принципе они укореняются и так хорошо. Желательно раз в день пакетики открывать, чтобы свежий воздух
поступал к листочкам. Не бойтесь, что они немножечко там помнутся, листочки. Это все, оно выправится, когда вы все снимете. Ну, как-то вот так. И ставите, можно поставить их на подоконник, потому что там температура все-таки побольше, но главное, смотрите, если это делаете там зимой, то с окон может холод дуть. Главное, чтобы температура воды была не меньше 18 градусов, а лучше как бы побольше, до 30, чтобы было нормальное укоренение. Примерно пройдет недели 2, начнутся появляться корешки. Смотрите за состоянием самих листочков. И главное, чтобы было не очень там влажно и, соответственно, не сухо. Тогда у вас все получится. С этим у нас уже он подсох немножечко. Можно, в принципе, его попшикать. Еще немножечко. Но лучше это делать где-нибудь там в ванне, чтобы потом можно было все это сполоснуть. Ну, я сейчас стол помою. И мы к вам вернемся через, наверное, где-то недельки 2. Посмотрим, как у нас дали корни эти черенки. Плюс у меня есть еще другие черенки, мы тоже и вместе посадим, выберем почву, расскажу, какую почву использую, дальше как поливать, как ухаживать за ними. Это все будет дальше. Всем спасибо, что меня смотрели, оставляйте свои комментарии, и, возможно, какие-то недочеты, возможно, какие-то интересные познавательные видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, я жду вас дальше.